Представьте себе сообщество, живущее среди нас, чьи истинные верования зачастую остаются настолько глубоко скрытыми, что даже самые близкие соседи могут не догадываться об их подлинной сущности. Внешне они могут идентифицировать себя как мусульмане или христиане, но, как можно понять из их собственных священных писаний, это может быть проявлением такие принципа сокрытия веры, исторически важного и предписанного для безопасности и сохранения идентичности сообщества. Это друзы, хотя сами они предпочитают для себя имя Муваххидун, единобожники, а название друзы, связанное с именем раннего деятеля Наштакина ад-Дарази, которого они позже отвергли как еретика, не всегда принимают. Под нашими видео о друзах мы часто видим комментарии с вопросами: кто они? Во что верят? Являются ли они мусульманами? Эта закономерная путаница во многом объясняется закрытым, эзотерическим характером их традиции и сложным, часто невидимым для внешнего наблюдателя, соотношением между публичными практиками и внутренними доктринами, подробно описанными в их текстах. Давайте попробуем разобраться в этом сложном вопросе, опираясь на информацию из их собственных первоисточников. Важно подчеркнуть, понимание их мира и верований, представленное здесь, основано на анализе текстов, почитаемых в их традиции как священные. В первую очередь, это центральный свод Расаиль аль-Хикма «Послание мудрости». Это обширная коллекция из 111 посланий, составленная основателями религии в XI веке, считается их ключевым священным писанием. К другим важным текстам, раскрывающим детали их учения, относятся Китаб Талим ад-Дин ад-Дурзи, книга обучения друзской религии, комментарии Шарх аль-Хикма, а также труды вроде Китаб аль-Нукат валь-Даваир и Мусхаф аль-Мунфарид битхатихи. Изначально все эти тексты были строго секретными. Их изучение и даже простое хранение были доступны лишь избранному кругу посвященных. Их содержание раскрывает уникальную и самобытную космологию и теологию. Согласно этим текстам, в основе их веры лежит почитание и обожествление конкретной исторической фигуры, фатимидского халифа Аль-Хакима Биамрилаха, чье правление в Каире на рубеже Хи веков было отмечено как периодами веротерпимости, так и эксцентричными указами и преследованиями. Именно он рассматривается в их теологии как центральная и высшая манифестация божества в человеческом облике Хулюль. Основателем же религии как организованной системы и главным пророком для них выступает Хамза ибн Али Аз-Зузани, перс по происхождению. Вместе с ним в особом почете находятся еще 4 ключевые фигуры: Исмаил ат-Тамими, Мухаммад аль-Кураши, Салама ас-Самири, Али ас-Самуки, которые все вместе образуют так называемые 5 границ, худуд, рассматриваемые как эманации или высшие духовные сущности. Именно этих 5, согласно Расаиль аль-Хикма, символизируют 5 цветов их священной пятиконечной звезды: зеленый Хамза, красный ат-Тамими, желтый аль-Кураши, синий ас-Самири, белый ас-Самуки, а не отвлеченные философские понятия. Эта религиозная система представляет существенные теологические и ритуальные отличия от ислама. Расаиль аль-Хикма прямо заявляют об отмене 7 внешних религиозных предписаний, которые можно соотнести со столпами ислама и шиитским принципом вилаята, и их замене 7 внутренними, единобожническими, духовными качествами. К ним относятся, прежде всего, правдивость языка, особенно между единоверцами, хранение и защита братьев, друзов, решительный отказ от всех прежних верований, которые они считают ложными или недостаточными, отречение от сил и фигур, которые они идентифицируют как негативные или враждебные в своей космологии. Абсолютное признание единства и божественности Аль-Хакима, полное принятие его воли и беспрекословная покорность ему во всем. Традиционные исламские ритуалы в их понимании полностью переосмыслены и получают иное, сугубо символическое толкование. Молитва — это внутренняя духовная связь с Аль-Хакимом через посредничество границ, закят и пост — это духовное очищение сердца и его оберегание непоколебимой верой в Аль-Хакима. Ключевым элементом их мировоззрения является ботинизм, убежденность в существовании скрытого, эзотерического смысла за всеми внешними явлениями и текстами. Коран, например, рассматривается ими как внешний текст, аллегорическая оболочка, требующая особого, доступного лишь посвященным, толкования для постижения истинного смысла. Этот истинный смысл, по их мнению, был доступен их основателям, в частности, Хамзе, который, как они верят, был ранее воплощен в теле сподвижника Салмана аль-Фарси. Их собственные священные писания содержат полемические пассажи и предлагают собственную, альтернативную интерпретацию роли, статуса и учений пророков и значимых фигур, почитаемых в других авраамических религиях, представляя свою традицию как кульминацию и высшее откровение божественной истины. Одна из наиболее уникальных и фундаментальных доктрин — такаммус, их особая версия веры в переселение душ. Считается, что изначальное число человеческих душ было создано в начале времен и остается строго постоянным. Души, согласно этому учению,
могут переселяться только между телами друзов из умершего в новорожденного внутри общины. Переселение в тело недруза или животного считается невозможным, что отличает их взгляды, например, от верований алавитов. Это представление не только объясняет их взгляд на историю человечества, но и способствует сильной социальной сплоченности и фактической закрытости общины для прозелитизма. Переход в религию друзов извне традиционно считается невозможным. Принцип «такие» — сокрытие веры — играет фундаментальную, жизнеобеспечивающую роль. Друзы, согласно своим текстам, обязаны внешне следовать обычаям и даже религиозным практикам окружающего большинства, чтобы избежать преследований и сохранить свою идентичность. Существуют особые, известные только им, знаки и кодовые фразы для внутреннего опознания единоверцев в смешанной среде. Даже произнесение исламской шахады может иметь для них внутренний, специфический для друзов смысл, соотносящийся с Аль-Хакимом и их религиозными лидерами. Для облегчения сокрытия и введения в заблуждение непосвященных, как предполагается исследователями, в начало Расаиль аль-Хикма были добавлены тексты с более привычной исламской риторикой, но противоречащие основной доктрине последующих посланий. Разглашение любых внутренних тайн религии строго осуждается и исторически могло повлечь суровое наказание. Внутри самой общины существует четкая иерархия, основанная на уровне религиозных знаний и посвящения. Подавляющее большинство друзов, джухаль, неосведомленные или миряне, живут обычной жизнью и могут не знать глубоких догматов и эзотерических аспектов своей веры. Согласно их же текстам, они не могут достичь высшего духовного спасения без посвящения. Лишь избранное меньшинство, уккаль, разумные, посвященные, после длительного испытательного срока до 2 лет и доказательства своей нравственной чистоты и преданности допускаются к изучению священных текстов в особых уединенных местах, хальват. От уккаль требуется абсолютная вера и беспрекословное принятие учения. Им запрещено подвергать сомнению основы доктрины. Посвященные часто отличаются внешним видом, носят особые белые или темные головные уборы, традиционную одежду и характерные длинные усы. Эсхатология друзов также весьма специфична. Они твердо верят, что их божество, Аль-Хаким, на самом деле не умер, а лишь таинственно исчез, ушел в сокрытие, в 1021 году и однажды вернется во славе и силе. Его возвращение ознаменует собой конец привычного мира и истории, наступление финального суда. Он установит свое вечное царство справедливости для друзов, а все остальные, кто не признал его божественность, и мусульмане, и христиане, и другие, подвергнутся суровому наказанию и унижению. Верные же муваххидун получат безграничную власть, богатство и вечное блаженство. В заключение, исходя из представленного анализа текстов друзов, таких как Расаиль аль-Хикма, и учитывая многочисленные мнения исследователей и богословов, можно сделать вывод, что вера друзов рассматривается как отдельная религия, а не течение ислама. Ключевые доктринальные отличия, такие как почитание Аль-Хакима как божества, признание собственных пророков и священных писаний, отличное от Корана, отказ от столпов ислама и принятие уникальных верований вроде переселения душ, такаммус, и принципа сокрытия веры, такие, фундаментально расходятся с основами исламской теологии. Поэтому, согласно этим взглядам, основанным на анализе их вероучений, друзы не являются мусульманами.